чем дальше отползает, знаете, некий актер от Белого дома, а он, кстати, вот на самом последнем прощании, опять-таки, включил актера, слезу пустил, глядя на свою жену, ну, в общем, чем дальше упрыгивает этот театральный актер, просто гений театральных подмосток, тем толще фейки и вбросы по поводу Дональда Трампа, Трампуши. Ну давайте теперь рассмотрим. Сейчас все говорят об этом докладе. Докладе разведка, опять очередной доклад секретный, который оказался уже не секретным. Давайте, во-первых, узнаем, что о нем говорили средства массовой информации, а потом, наконец-то, почитаем, да, избранное. Ну что же там, что же за заклад такой? Давайте, Евроньюз. Дональд Трамп, який уже зажив собі славу неперевершеного твіттерщика, прокоментував повідомлення про те, що російські спецслужби буцімто збирали на нього компромат. Просто констатація факта. Український УТ-1, перший національний. Це політичне полювання на відео. Так у своєму твіттері Дональд Трамп відреагував на повідомлення про російський компромат на нього. За джерелами CNN, інформація про особисте життя та фінансову діяльність Трампа була в засекреченому додатку доповіді розвідкомітету. Здесь уже, правда, уточняют про источники CNN. Мы теперь знаем, откуда бьют эти источники. Я думаю, они напрямую связаны с канализацией. Теперь канал Еспресо. Опускаемся все ниже. Значить, доповіді британського розвідника, і в цій доповіді йдеться про те, що в Кремля є певна конфіденційна інформація про Трампа аж до відео сексуального характеру, дискредитовуюча інформація. Там дальше пояснят, какого именно рода сексуальные развлечения. И опубликовала BuzzFeed с интересным описанием, что мы не можем это подтвердить. Прикольно. Ну і доповідь, можемо побачити скрін, була опублікована виданням BuzzFeed з приміткою про неможливість підтвердити наведені у ній дані. Началось перечисление. Перечисление это золотого дождя. Золотой дождь, я так, в принципе, озаглавлю, наверное, это видео. Замовив в Ріц-Картон готелі президентський люкс, той самий, де зупинявся Барак Обама з дружиною Мішель під час одного з офіційних візитів. І Трамп нібито осквернив ліжко в номері тим, що замовив туди повій. І ті влаштували золотий дощ. И журналист уточняет, что кто в курсе в этих всяких сексуальных вещах, тот понимает, о чем речь. Я не в курсе, но понимаю. Хто обізнаний у всяких сексуальних речах, той знає, що це таке. Есть такая тема, ты озвучиваешь что-то заведомо маразматическое, но потом уже начинаешь интересоваться и говорить, ну и что здесь такого, ну и что это было, как будто бы тем самым легализируя то, что ты только что произнес. Наскільки серйозні звинувачення? Ну, замовив повій, господи, ну це хіба злочин? Как? И все, и уже можно обсуждать, конечно же, проституток. Насколько можно доверять этому изданию, которое разместило такой серьезный компромат? Ну, можно, если ты тупой. И у тебя нет доступа к интернету для того, чтобы узнать, что издание BuzzFeed отказалось размещать рекламу республиканцев из-за Трампа. Вот, они отказались даже от денег, ну, по всей видимости, за другие деньги. И это еще было 7 июня 2016 года. Что касается CNN, который всерьез вот это вот все проговаривает, я думаю, лучше Трампа никто не скажет. CNN это как выгребная яма, да, вонючая, навозная выгребная яма. Ну и в украинском переводе звучит, как звучит Трамп в українському переводі. Але я справді прочитав те, що було опубліковано в ЗМІ, я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що це абсолютна ганьба. Абсолютная ганьба. Ну, а мы решили эту ганьбу все-таки прочесть, потому что, знаете, выдержки про золотой дождь это хорошо, но лучше бы знать полную картину. Углубляемся. Часть первая, назовем ее условно, «Золотой дождь». Общие сведения. Российский режим способствовал развитию, поддерживал Трампа на протяжении как минимум 5 лет. Целью было спровоцировать расколы и расхождения в Западном альянсе. Это поддерживал Владимир Путин. Понятное дело. Вот здесь интересно. Несмотря на это, он и его приближенные получали постоянные разведданные от Кремля, включая информацию о демократах и других политических противников. Всемогущие русские. Бывший высокопоставленный российский разведчик утверждает, что ФСБ обладает компроматом на Трампа, который касается его деятельности в Москве, и этого достаточно, чтобы шантажировать его. Согласно источникам, ознакомленным с вопросом, ФСБ располагает доказательством того, что Трамп принимал участие в извращенных сексуальных актах в Москве. Вот оно и началось. Хочешь намазать кого-то дерьмом, расскажи о его сексуальных извращениях. Углубляемся. Там же. Это касается использования одержимости Трампа
Трампа и его сексуальных извращений в целях получения компромата на него. Согласно источнику Д, близкий к Трампу человек, одно из извращений Трампа имело место в московском отеле, где он снял президентский люкс, в котором когда-то останавливалась Барак и Мишель Обама, которых он ненавидит, и осквернил кровать, на которой они когда-то спали, заказав нескольких проституток, чтобы они исполнили так называемый «золотой дождь» на этой кровати в его присутствии. Вот на этом моменте, в принципе, я еще когда только увидел, а в общем-то все обмывают как раз таки вот этот «золотой дождь» в СМИ, я подумал, а он там остановился, что ли, в этом номере, получается? Или же они пописали на кровать, а он остался там спать? Или в чем вообще фишка? И что значит осквернил кровать? Вообще после Обамы, вот я думаю, кто-то спал в этом номере, осквернял эту кровать, вообще прикасался к ней. Он что, святой тот Обама. Тот, кто это составлял, у того фантазия на высшем уровне, мне кажется. Это надо такое представить, чтобы они помочились на кровать проститутки. Согласно источнику Б, досье на Хиллари Клинтон действительно существует. Оно было составлено департаментом К ФСБ. Операция началась еще во времена президентства Билла Клинтона. Это всерьез обсуждается. Вот это обсуждается всерьез. Я не могу понять только, почему они не сказали, что операция началась, когда был жив Кеннеди. Кстати, по поводу Кеннеди и Путина. Ну, вы поняли. Часть 2. Страх и ненависть в Москве. Соратник Трампа подтверждает, что русские стоят за утечкой имейлов с серверов Национального комитета Демократической партии в Wikileaks. Но были предприняты меры для возможности правдоподобного отрицания. Можно отрицать правдоподобно, можно отрицать неправдоподобно. Москва отрицала правдоподобно, поэтому ей и поверили. Хитрые бестии. Команда Трампа привлекала шпионов внутри Нацкомитета Демократической партии, хакеров как в США, так и в России. Мотивы Путина – страх и ненависть к Хиллари Клинтон. И я оскверняю этот секретный доклад своим смехом, но я на самом деле, мне смешно. Ничего здесь такого нет. Механизм передачи данных. Пенсионные выплаты российским иммигрантам в США и через сотрудников консульств в Нью-Йорке, округе Колумбия и Майами. Утверждение источника, близкого к Манафорту и Трампу, что Россия очень выгодна в качестве боксерской груши для команды республиканцев. Потому что это помогает скрывать широкомасштабные коррумпированные бизнес-связи в Китае и на других развивающихся рынках. Согласно источнику Е, вот это вот все источники Е, бывший шпион Б, вы знаете, вот это вообще правда. Е, Б, К, а потом так складываешь КГБ. Источник Е подтвердил, что российские власти стоят за утечкой информации Нацкомитета Демократической партии Wikileaks. Если источник Е подтвердил, то все, что тут. В отличие от России, в этих странах имело место значительные взятки и откаты, обнародование которых нанесло бы разрушительный удар по компании. Что касается маленьких инвестиций Трампа в Россию, согласно отдельному источнику, ознакомленному с вопросом, источников, все возможное со стороны миллиардера было сделано. Он был весьма заинтересован в проектах в Санкт-Петербурге и в Москве, но в конечном итоге ему пришлось согласиться на обширный спектр сексуальных услуг от местных проституток, а не бизнес-успех. Трамп променял услуги от проституток, я не знаю, может, московские проститутки, я слышал, что чудеса там всякие, но не настолько же. Часть 3, назовем ее «Обмоченные золотым дождем». Так, Девякин обсуждал возможность обнародования досье на Клинтон, но отметил, что досье на Трампа также имеется. Девякин отметил тот факт, что Кремль располагает досье на Трампа, и что тот должен помнить об этом. Часть 4. Кремль обеспокоен тем, что политические последствия утечки имейлов Нацкомитета Демократической партии выходят из-под контроля. Источник, близкий к Трампу, подтвердил, что обмен информацией между Трампом и Кремлем длился как минимум на протяжении 8 лет, включая информацию о деятельности олигархов США. По сути, помимо золотых дождей, там читать особо и нечего в этом секретном докладе. Там какая-то полная ахинея. Трампу докладывали о российских олигархах, или Трамп докладывал о российских олигархах. Что? Есть весьма занимательные моменты. Как, знаете, вот как представляется, там, допустим, Россия, да, это медведь ходит, там, балалайка и все. Так вот, Медведев, к примеру, как представляется, как человек, который хотел путешествовать в США. Главный сторонник поддержки Трампа и нападок на Клинтон в Кремле пресс-секретарь Песков. Сейчас он опасается, что руководство может сделать его козлом отпущения. Почему? Потому что глава администрации президента Иванов жестко критикует вмешательство в американские
Вот здесь офис премьера Медведева в бешенстве по поводу взлома нацкомитета и связанных с этим освещений в СМИ. Медведев стремится к хорошим отношениям с США и возможности путешествовать туда. Полный отказ офиса поддерживать и прикрывать Пескова. Более либеральные элементы обсуждают возможность отказа Трампа от гонки. Еще по одной причине, они не все указали. Он не просто хочет путешествовать, он же там еще айфоны хочет покупать. Даже вот тут написано, вот якобы от 5 августа 2016 года в Кремле обсуждается возможность вынудить Трампа сойти с гонки по причине психологического состояния и непригодности к работе президента. Но вот уже через 4 дня источники, а у них источники полностью везде, уже сообщают, что Путин доволен. Все нормально. Иванов доложил Путину, что Россия недооценила влияние американских СМИ и реакцию либералов на взлом Нацкомитета Демократической партии и связи Трампа с Россией. В целом Путин доволен результатами операции, направленной против Клинтон. Отдельные части доклада посвящены встречам адвоката Трампа Коэна с кремлевскими. Источник в Кремле подтверждает, что тайная встреча адвоката Трампа Коэна и представителей Кремля состоялась в Праге. 19 октября источник из Кремля сообщил, что тайная встреча между Майклом Коэном и представителями Кремля состоялась в августе 2016 года. А почему они встречались? Потому что вскрылась связь Манафорта с Януковичем. Встреча в Праге состоялась в связи с необходимостью найти решение проблем, возникших в результате раскрытия информации о коррумпированных отношениях пророссийского Януковича с Манафортом и тайной встречи Майкла. Кого? Падение главы избирательной кампании Трампа Манафорта. Здесь, в этой части секретного доклада, Янукович божится Путину, что никаких документально подтвержденной информации, вот этих вот связей нет. Экс-президент Украины Янукович признается лично Владимиру Путину, что откаты Полу Манафорту имели место, как и утверждают западные СМИ. Он также убеждает российского лидера, что бумажного следа не осталось. Говорит Владимир Владимирович, падла буду в личном разговоре. А кто еще присутствовал при этом личном разговоре? По всей видимости, телефонистка. Так, реакция Кремля на обсуждение российского вмешательства в выборы. Влиятельный представитель России подтверждает суть обвинений, утверждает, что Иванов был уволен, потому что давал Путину плохие советы. Это в сентябре 2016 года они обсуждали, и они пишут, что типа в конце пишут, что бывший высокопоставленный, у них все, кстати, высокопоставленный сотрудник разведки российский подтверждает, это независимо от второго их источника, высокопоставленного, конечно же, представителя администрации президента. Дальше высокопоставленный российский чиновник подтверждает существование тесных связей между Путиным и Альфа-Групп. Обе стороны получают выгоды от сотрудничества. Фридман и Авен продолжают неформально консультировать Путина, в том числе касательно США. Главным посредником в этих отношениях является Олег Говорун. Сентябрь 16-го можно пропустить, потому что можно уснуть. Разве что следует обратить внимание, что вот два источника из Санкт-Петербурга утверждают, что Дональд Трамп давал взятки и принимал участие в сексуальных актах. Но главных свидетелей заставили молчать и доказывать сложно. Оба источника уверены, что партнер Трампа Арас Агаларов должен знать детали событий. Ну, по всей видимости, он тоже стоял и смотрел, как московские шлюхи обсыкали диван, на котором спали святые Обама и его жена. Октябрь касается Сечина. Сечин предложил вплоть до 19% в Роснефти в обмен на снятие санкций. Пейдж подтвердил заинтересованность в данном вопросе. Пейдж не сказал прямо, когда говорил о том, что Трамп снимет санкции, если станет президентом. Партнер Сечина уверен, что он говорил от имени Дональда Трампа. А в октябре в Кремле жалели уже о поддержке Трампа. Они такие, знаете, вот август, класс, Трамп выигрывает. В сентябре уже такие, нет, все, мы не хотим поддерживать больше Трампа, пожалели. В октябре опять, начало октября, опять радостно, подъем, настроение отлично, Путин доволен, конец октября. Зачем мы поддержали Трампа? Именно так это себе представляют, те, кто сделали этот доклад. В Кремле начинают жалеть об операции по поддержке Трампа, разочарованы слабым эффектом утечки имейлов на ход избирательной кампании. 19 октября сообщается, что Иванов был отправлен в отставку, уже по другой причине. Помните, тогда он был отправлен в отставку, потому что он давал плохие советы. Там в другом месте доклада есть информация о том, что Иванов дал какой-то неправильный совет, там конкретно. Но здесь уже рассказывается нечто иное. Еще одно подтверждение того факта, что Иванов был отправлен в отставку
и заменен на посту Вайно Кириенко, потому что руководство Кремля пыталось скрыть операции по поддержке Трампа. Вы, может быть, спросите, какой в этом смысл? Подожди, ну вот Иванова отправили в отставку для того, чтобы скрыть операцию по поддержке Трампа. Ну и каким образом скрыли? Я вам не отвечу. Я вообще не знаю, как можно прокомментировать вот то, что вы сейчас услышали. Да, я читал этот доклад от и до. Это похоже, знаете, ну, люди старались. Но представления этих людей о том, как делаются дела, мне кажется, ограничены сериалом, там, как это, про Белый дом. Вот именно этот сериал я смотрел до тех пор, пока они не начали заниматься извращениями, но даже это я стерпел. Однако же я не вытерпел того, как они показали лидера там России, потому что это клише на клише, и не хватало еще мужиков, сидящих в косоворотках, играющих на балалайках и запевающих вот так вот. Кальинка, мальинка. Вообще, знаете, любой этот фильм смотришь, у них у всех ездят на джипах таких, и у них звучит там кальинка, мальинка. Вот такое вот представление о том, как делаются дела у составителей вот этой вот фигни. Ну и сегодняшний день стал окончательно переломным, потому что я понял, что масса средств массовой информации, на которых я ориентировался, как, знаете, как человек, который ориентируется на восход солнца, как человек, который идет в пустыню. Короче, эти все средства массовой информации остались уже далеко позади. И на самом деле многие из них превратились в вонючие выгребные ямы. И главредом этих средств массовой информации, которые превратились в средства массовой дебильной дезинформации, лично от меня, золотой дождь. Золотой дождь.